Всем привет! 500-й раз, наверное, записываю выступление, потому что тяжелая тема для меня. И кто-то скажет, что это очень личное, об этом вообще нельзя говорить. Но знаете, если бы когда-то моей маме кто-то бы об этом рассказал, то ситуация, когда она могла потерять своего 12-летнего ребенка, у нее бы не возникла. Потому что многие оплошности людей возникают из-за недостатка знаний и информации. Когда мне было 12 лет, у меня начались месячные. Я буду в этом видео называть вещи своими именами и доступными словами, для того, чтобы всем было все понятно. Я была на летних каникулах, мама ходила на работу, и я позвонила маме и сказала об этом. Соответственно, у меня был уже телефон, я позвонила и сказала, что вот такие дела. Мама мне сказала, где лежат прокладки, и примерно объяснила, как ее прицепить на себя. Собственно говоря, я все сделала. И первый раз был неудачный, прицепила не той стороной, не к тому месту, ну да ладно. Потом кое-как разобралась, что это делается по-другому. И, в общем, идут, да, у меня эти дела. Но я понимала только одно, что, повторюсь, когда уже прокладку я надела нужной стороной, что буквально через 30 минут у меня что-то льется, уж простите, по ногам. И я просто снова звонила маме и говорила, что прокладки не работают. Она злилась и говорила, что, может, я не так наклеила. И, в общем, я кое-как так ходила, ждала маму с работы, чтобы как-то разобраться. Но прокладки мне не помогали. Я постоянно протекала. И ничего лучше я не нашла, как подкладывать маленькие полотенечки, у нас такие были небольшие, для лица и для рук. Я их складывала в четверо и подкладывала в белье. Они наполнялись тоже быстро. В общем, я не понимала, что это так надо, так бывает. Ну, в общем, уже боялась звонить маме, просто терпела. И почему-то, знаете, подумала, что лучше это стирать руками, чтобы вот мама всего этого, наверное, не видела. Я стирала это все руками, вешала, вот она куда-то там развешивала, и все. И как бы я так ходила, пыталась маме жаловаться. Кое-как я прошел день, прошла ночь, у меня остались следы на кровати, маму мою как-то это не смутило. И когда я снова повторяла, что мама, у меня как-то неправильно идут вот этот цикл, да, ну месячный, я назвала это месячный, это сейчас называют циклом, что у меня много крови выливается, на что она мне сказала, так было у моей мамы, у ее бабушки, так было у меня, это генетика, это обильные месячные, и мама такую фразу сказала, ну не вызывать же скорую с месячными, причем она так злобно это сказала, и у меня это отложилось как-то в мозге, что какая-то, может, я не такая, или что происходит со мной не такое, что я как-то ненормальная, может, да, и, конечно же, я не хотела маму как-то огорчить, или я не хотела доставить ей какие-то неприятности, скорую с этим не вызывают, ну, в общем, у меня это отложилось в голове, и начался второй день, когда я ходила. Я по-прежнему истекала кровью, и все, что я помню, что я просто перестала даже в белье подкладывать полотенечки, потому что уже и маленькие не помогали. Я взяла вот такие большие банные полотенца, вам, наверное, будет вообще непонятно, как это происходило, но это происходило так, как генерировал мой еще тогда детский мозг. И я не могла не играть на улице, ничего, я истекала кровью. Поэтому я складывала в четверо, это уже было такое большое полотенце, и снимала белье и садилась, и вот оно наполнялось кровью днем. Я опять стирала все эти полотенца. Это, конечно, очень ужасно, что такое происходило. Это был второй день. И уже тогда я начала чувствовать, что мне становится просто плохо. Я почувствовала слабость, стала кружиться голова, пыталась жаловаться маме. Мама ничего не предпринимала. Обильные месячные, потерпи, вот пару дней не закончатся, это так, 4-5 дней бывает. А я сама себе даже тогда думала, второй день, а мне так плохо, до каких 4-5 дней. Ну, в общем, я ходила, и потом я не нашла ничего лучше, как рассказать своей подруге об этом. У моей подруги тогда тоже уже начался цикл, и она сказала, что у нее такого нету, у нее только больно. А мне больно не было вообще. Вот самое интересное, что мне вообще не было больно. У меня просто лилось все ручьем. И подруга 12-летняя, что меня сейчас удивляет, что у нее были эти знания, у 12-летней девочки, она мне посоветовала больше кушать. Она сказала, что вот кровь будет вырабатываться тогда, когда ты будешь больше кушать. И особенно сладкое, делай себе чай с сахаром. И я вот помню, что по 5 ложек сахара, там, значит, добавляла в чай, только бы это прошло. Ну, детский мозг, да, вы должны понимать, что вот я думала так тогда. Я пила этот сладкий чаек, но мне становилось все хуже и хуже. Я рассказывала маме, мама, наверное, должна была видеть, что у нас сушатся полотенца, но мама как-то была вся в работе и сильно не придавала этому значения. Наступил третий день, было то же самое, и потом наступил финальный 4-й день. Это было утро, мама пошла на работу,
Я часто мылась в этом состоянии, но я понимала, и мама говорила, что надо подмываться, надо мыться, вот, если особенно ты протекаешь, по ногам льется, надо мыться. И мы жили в общежитии, и у нас был такой душ, не было ванны, но можно было дырку, вот эту затычку туда поставить, в общем, и набиралась вода, и такая как маленькая ванночка получалась. Я набрала эту воду и просто уже медленно смотрела, как эта вода наполняется кровью. Я понимала, что я в этом мыться не могу, я же даже не знала, что мыться нельзя, эту ванночку принимать, я ребенком была. Я потом просто поняла, что я идти уже не могу. Вот вода красным наполнилась, я не смогла помыться, я ее спустила, обмылась душем, и я поняла, что мне надо как-то выкарабкиваться, вылазить, а я не могу. То есть у меня настолько большая потеря крови, что я просто ползла, представляете? Мне так обидно это рассказывать, потому что отношения моей мамы в тот момент, пожалуйста, если вы мамы, не допускайте просто таких ситуаций. Я же ей рассказывала много раз, что происходит что-то неладное, чтобы она обратила внимание. Короче, я выползла, а я боялась вызвать скорую. Мама говорила, это обильные месячные, нас люди засмеют, курам насмех. Мы еще жили в деревне. Кто вызывает с этим скорую? Потому что я маме до этого говорила, мама, мне, наверное, нужна скорая. Я это понимала, я говорю, мне, наверное, надо что-то делать, у меня очень много крови. Я подкладываю полотенце, мама не реагировала ни на полотенце, может, думала, что я преувеличиваю, я не знаю. Может быть, мне надо было оставить кровавое полотенце, чтобы она видела, но мне это казалось ненормальным. И я вообще с самого детства была очень чистоплотная. Я не знаю, что со мной было не так, возможно, было что-то у меня такое, может, у меня деструктивная семья была, но я постоянно что-то убирала. Будучи совсем маленькой, я застилала за собой постель, я подметала, я мыла посуду, я полола грядки. То есть я такая росла, может быть, потому что я брала пример со своей мамы. Моя мама очень работящая женщина, она все время что-то делала, все время у нее была куча дел. И я вот брала с нее пример, и я не могла оставить вот эти кровавые полотенца, и я понимала, что мне надо их стирать, что это ненормально вот так вот оставить все в крови. Боялась, может, что мама наругает, мама у меня строгая была. И все, что я помню на 4-й день, это мысль в моей голове, что я умираю. Вот я просто умираю, я не могу ходить. У меня было мало знаний, мне 12 лет, напомню, но я просто такая мысль, что вот я сейчас умру, все, я уже до завтра, я не доживу. И как бы я ни боялась маму, я знала прекрасно номер скорой помощи, и я все-таки позвонила сама в скорую помощь. Я просто сказала, у меня месячные, они постоянно льются, я потеряла много крови, я не могу ходить, я подкладываю полотенце, и потом все как в тумане. У меня уже совсем все плыло перед глазами. Врач или на другом проводе, кто находится, женщина задавала много вопросов, адрес, мой возраст, не беременная ли я, в общем, какие-то вопросы были. Я говорю, я не беременная, я девственница. Я знала это слово, кстати, в 12 лет, кому интересно, я знала, что такое девственница в 12 лет. Я говорю, что я не беременная точно, вот у меня только начались месячные, у меня вот это вот. Мама говорит, что это генетика, и мама вообще не хотела, чтобы я вам звонила. Вот это я все проговорила, и они сказали, что они срочно выезжают. Когда они приехали, они увидели мое состояние, они мне сделали какие-то процедуры, я не могу вспомнить, что они мне делали, но они делали какие-то манипуляции, мне изменяли сатурацию, давление, вот это я помню, мне даже на месте оказывали какую-то помощь, то ли уколы, наверное, кровоостанавливающие уколы мне делали, потому что я помню, то ли уколы, то ли капельница. Взяли номер мамы и сразу срочно ее вызвали. Моя мама очень быстро примчалась, когда узнала, что дома скорая, она работала рядом, недалеко, и помню только, как ее сильно ругали. Вот ее сильно ругали, вот это я помню, сильно ругали, что вы допустили, как это возможно, 4-й день ваш ребенок истекает кровью, но вот такую, знаете, читали лекцию, меня срочно госпитализировали, и в тот же день взяли у меня группу крови, у меня была 2-я положительная, и сделали мне 2 вливания крови. Хорошо, что у меня была не супер редкая группа крови, и потом железо мне сказали пить, и сказали, что мне нужны гормональные таблетки. Опять в больнице спросили, не беременная ли я. Нет, первый вопрос мне задали, когда меня везли на кушетке. Какая-то медсестра там сбоку кричала, какой срок? А мне 12 лет, мне было так стыдно. Вам не рассказать, я думала, провалюсь сквозь землю. Я думаю, боже мой, они же думают, что я беременна, я ребенок. Это такой позор был, мне было так стыдно. Но я понимала, что врачи делали то, что делали, и что, наверное, все думают люди, что у меня было маточное кровотечение, такой диагноз, и все люди думают, что оно бывает только у тех, у кого выкидыш, кто беременный, ну и всякое такое, при изнасиловании. Я повторю, что я была девственница, и у меня не было никаких показаний, чтобы у меня было маточное кровотечение в плане распространенных, да, типа выкидыш, там, еще что-то.
И диагноз, который мне уже позже поставили, что у меня случился гормональный сбой. Вот какой-то гормональный сбой такой. У меня случилось реально маточное кровотечение. До сих пор мне странно, что оно случилось у девственницы. До этого я читала, что оно бывает уже не у девственниц. Ну вот так. И я потом постоянно повторяла эту фразу. Мне тоже немножко стыдно за это. Я говорила: пожалуйста, я девственница, не лишайте меня девственности. Даже немножко неудобно об этом рассказывать, но понимаете, меня же смотрели на кресле. Я думала, что вот сейчас они что-то сделают, что лишат меня девственности, меня замуж не возьмут. Ну, ребенок, да, вот такие детские рассуждения были вообще еще тогда в 12 лет. Это, наверное, самое смешное из этой истории, потому что смешного вообще очень мало. И они сказали: нет, мы не будем тебя лишать девственности, ты можешь не переживать. Были очень добрые врачи, меня очень сильно поддерживали. И потом они сказали, что вот ты будешь пить гормоны. Вот с такой проблемой, с гормональным сбоем нужно пить гормоны. Я навсегда запомнила это название, это гормоны Регулон. И мне сказали: вот в первый день ты выпьешь 2 таблеточки. То ли мама моя уже эти гормоны купила, то ли выделила больница. И мне говорят: пить 2 таблетки. Я их выпила. И вы знаете, я думала, кровотечение это самое страшное, что у меня было. Но что началось потом, это просто ужас. Меня так начало выворачивать, меня так начало рвать. У меня такая реакция была жесткая. Я просто думала, что уже выверну все, что у меня есть внутри. Я рассказала об этом врачам, они сказали: это нормальная реакция, организм так адаптируется. Очень долго мне было плохо, у меня неделю, наверное, было жесткое привыкание к этому препарату, пила я их полгода. Они мне наводили какой-то там порядок с гормонами. И думала не говорить, но, может быть, это не по теме, но я вам скажу такую вещь. Самое удивительное, что за полгода до этой ситуации был Новый год, и у нас в семье есть традиция, что надо сжечь записку и бросать бокал с шампанским, и так как я была ребенок, я бросала в буратино или в какой-то газированный напиток, похожий по цвету желтенький такой на шампанское. И в 12 лет я была очень сильно закомплексованная, в отличие от моих сверстниц-одноклассниц, у меня не росла грудь, я была очень худенькая, очень плоская, а мои девочки, одноклассницы, они уже округлялись. И я помню, что я очень сильно комплексовала, что у меня как-то, грудь хотя бы чуть-чуть до первого размера не выросла. Я понимаю, что вы скажете, вот как так можно, но знаете, девочки всегда хотят казаться старше. В 12 лет мне хотелось выглядеть на 15, в 15 на 18, 18 на 20, а после 20 лет мне уже не хотелось стареть. Вот сейчас мне почти 30, и мне не хочется стареть. Но когда я была 12-летней, мне хотелось выглядеть старше. Вот в мои времена, например, была такая система. Вот почему-то девчонкам хотелось выглядеть старше. И я загадала такое желание, я написала на бумажке: хочу поправиться, точка. И, конечно, я уже это анализировала потом, что как-то странно получилось, да, когда я стала постарше, думаю, я загадала за полгода до этой ситуации такое желание, и самое интересное, что я поправилась. Как? Я пила гормоны полгода. Гормоны не дают нам веса, но гормоны дают иногда сумасшедший, неконтролируемый аппетит. И когда я начала их пить, видели бы вы, как я начала есть. Я так в жизни не ела, и в жизни такого аппетита у меня не было. Я брала хлеб, намазывала каким-то жиром, я лила подсолнечное масло, я ела все, что видела. Даже когда уже я поела, я все равно голодная. Я ела вот буквально то, что я до этого вообще есть не могла. То есть мне хотелось есть буквально все. Если до этого-то меня было не заставить какую-нибудь тушеную капусту с грибами есть, то в состоянии вот этом гормональной терапии я ела, и очень быстро я набрала 8 килограмм. У меня появилась грудь, как я радовалась, маленькая грудь. У меня, то есть в жир пошло, да, вот эта грудь же из жира состоит. Я округлилась, у меня как-то даже попа стала. А еще, знаете, на мою самооценку влияло, что однажды один одноклассник, он прям так сказал, он сильно меня не хотел, наверное, обидеть, но он сказал, что плоская, как доска, типа, что я такая худая, вот что-то такое, что я такая худая, он как-то сделал замечание о моей худобе, а у меня и так был комплекс. Вот поэтому я загадала такое желание. Если кому-то интересно, как может девочка загадать желание «хочу поправиться», когда вокруг все хотят похудеть. Может быть, хотят похудеть полное. А когда человек совсем худой и совсем плоский, а уже у твоих одноклассниц есть хоть какая-никакая грудь, то у тебя могут быть такие желания в 12 лет. И вот я думаю, бойся своих желаний. И даже я отчасти верю в то, что что-то здесь есть, да. Я загадала такое желание, и хоть бы я нормально как-то там написала, а то хочу поправиться. Поправиться как? Вот, пожалуйста, на тебе, пей гормоны, кровотечение, ты чуть не умерла. Кстати, когда гемоглобин посмотрели мои врачи, он был 43. Это смертельно опасный гемоглобин. И врачи мне сказали: ты могла умереть. Хотя я думала, что детям такое не говорят. Они мне сказали, что ты могла умереть. Если бы ты не вызвала скорую себе тогда, и даже бы еще час-два вот так поистекала кровью, мог бы наступить летальный исход.
И да, мне врачи сказали это как ребенку, потому что я их постоянно спрашивала, что со мной, почему так случилось. Я задавала очень много вопросов. Я всегда такая болтливая, любопытная была. И они со мной разговаривали как со взрослой девочкой. Хотя сейчас, мне кажется, может быть, врачи не должны говорить ребенку, что он мог умереть. Но в то время мне об этом действительно сказали. Более того, они сказали, что мне повезло, потому что я ребенок. И часто, когда у взрослых женщин такое бывает, они уже умирают. 4 дня маточное кровотечение, это очень-очень много. Конечно, оно было, наверное, у меня не все время, потому что есть у меня такие мысли, что если бы оно было непрерывно, я бы умерла все-таки. И, видимо, у меня были какие-то передышки, когда кровь все-таки не шла. Потому что, ну, вы понимаете, 3,5 литра крови где-то во мне было. Чисто теоретически у меня не могла она течь постоянно 4 дня. Но, тем не менее, я теряла очень много крови, если за 4 дня гемоглобин 43 у меня сделался. Упал. И сказали, да, что у детей обычно организм крепче, поэтому так случилось. Вот. Мне повезло, что я ребенок была. Еще это не все удивительные вещи в этой истории. Самое удивительное, которое до сих пор всех поражает, когда я кому-то рассказываю, кто-то говорит, что этого не может быть. Ну, я говорю как есть. Мою группу крови мне проверяли несколько раз. В том числе это делали до этой ситуации. И моя группа крови была вторая положительная. Со второй положительной я прибыла в больницу. После вливания крови моя кровь всегда теперь первая положительная. И все вокруг мне твердят, что это противонаучно, противоестественно, противоприродно, и так не бывает. Врач сказал так: вам делали постоянно ошибку. По ошибке определяли вторую положительную. То есть несколько раз это уже, как по мне, закономерность, а не ошибка. Но врач сказал, что такого действительно быть не может. Хотя в их же больнице мне определили вторая положительная до вливания, а после получилась первая положительная. Вот я рожала дочку свою 3 года назад, и у меня была первая положительная. Мне делали тест на группу крови еще беременной здесь, в Шотландии. Удивительно, да? Как же сложилась моя жизнь после вот этой всей ситуации? Конечно, гормональные таблетки рано или поздно я закончила пить. Но мой цикл преследует меня по сей день. Кто-то мне из врачей говорил, и не один врач: родишь, пройдет, нужно быстрее рожать. Родила я только в 26 лет. Сказать вам честно, все усугубилось. У меня было плохо, а сейчас у меня ужасно. Ужасно настолько, что 4 декабря я записана на специальную установку спирали, которая убирает этот ужасный цикл. Хотя я очень всего этого боюсь. Мне постоянно рассказывали страшилки, что это противоприродно, противоестественно, что все спирали имеют абортативные действия. Но мне устанавливают спираль, не которая имеет противозачаточный эффект. Возможно, она имеет это уже как вторичный эффект, но мне устанавливают спираль, которая именно убирает мой обильный цикл, она на это нацелена. Потому что сколько раз я обследовалась, столько раз я была абсолютно здорова, мне нечего лечить. Кому интересно, мне нечего лечить. Ни миомы, ничего у меня не обнаружено, никаких полипов, у меня нет проблем, я абсолютно здорова. Все время мне говорят только о том, что это реально генетика. У меня так и не нашли никаких причин, абсолютно, моих вот этих кровотечений. Я хочу, чтобы люди знали, что такое бывает у детей, чтобы мамы обращали внимание на своих детей, чтобы они к ним прислушивались, что если ребенок говорит: мам, у меня там кровь сильно течет, ну, посмотрите лишний раз, не оставайтесь холодными, халатными, не списывайте это на генетику или не думайте, что вас кто-то засмеет. Это жизнь и здоровье вашего ребенка. В моей ситуации могло бы все закончиться очень трагично, если бы меня что-то не подтолкнуло вызвать себе скорую, хотя я боялась маму. Мама говорила, что это ненормально, что это смех, это позор. Я не злюсь сейчас на свою маму. Я понимаю, что у нее просто не хватило знаний. Она сожалеет об этом случае. Она мне сама об этом говорила, что она просто не знала, что так бывает, и основывалась, опиралась на свой опыт, на опыт своей мамы, что у них так же было, и они живы и здоровы. Но теперь вы будете знать немножко больше, что и так бывает. И всю жизнь я свою вот мучаюсь. Вот как я живу? Я хожу, простите, с красной попой иногда, потому что я постоянно протекаю, потому что мне не помогают никакие прокладки, ни многоразовые, ни одноразовые. Даже послеродовые трусики мне иногда протекают. И да, я была не раз в ситуации, в той самой, когда я встаю в автобусе, а у меня, извините, красная попа. Ну что я делала? Замывала салфетками, завязывала какую-то кофту на пояс, куртку и жила дальше. Когда я училась в колледже, у нас было биде, я брала с собой сменное белье, одежду и постоянно подмывалась. Вот так я мучилась. Это ужасно, конечно. Иногда у меня мысли: да за что мне вообще такое? Почему я такая особенная? Самое интересное, я не раз общалась с подружками на эту тему. Ни у кого нет таких проблем. Проблема в основном больно. Но у меня вот вообще не больно. Тянет низ живота, да. Но у меня так льется ужасно.
Я даже не знаю, как такое вообще может быть в жизни. Ну вот так вот я живу и мучаюсь. А когда я родила ребенка, все дошло до того, что уже к концу цикла, идет он у меня 7 дней, льет страшно все 7 дней. Ну, на 7-й день уже, конечно, не так, но еще первый день не сильно так. Второй, третий, четвертый, пятый день это ужасно. Я постоянно пью железо, у меня падает железо, у меня постоянно низкий гемоглобин. И когда я уже родила ребенка, я уже ходить не могла. К концу цикла у меня было такое, что я просила своего мужа, чтобы меня где-то поддержал, когда мы идем там на улицу, где-то на него опиралась, вот так вешалась, потому что у меня не было вот этих жизненных сил даже ходить, и мой муж когда-то все видел, он всегда понимал, что надо что-то делать. Поэтому мы приняли решение вообще избавляться от цикла. Я не знаю, насколько это безопасно, но я другого выхода не вижу. Поэтому, дорогие девушки, кто смотрит это видео, если у вас вдруг такая же проблема, в нашем веке это можно исправить. И я думаю, что лучшим решением будет убрать цикл, чем мучиться, как я. Если бы я могла это сделать раньше, я бы сделала это раньше. Но вот я записалась только сейчас, ближе к 30 годам. И начиная с 12 лет, целых 18 лет уже, практически 18 лет я мучаюсь. У моей мамы климакс в 50 лет. То есть, если я ничего не буду делать, то мне еще мучиться будет лет 20, потому что у мамы, как и у дочки, примерно в одно время может быть климакс. Вернее, у дочки, как и у мамы. 20 лет, представьте. Мне еще надо истекать кровью. Я просто не согласна на это. Я не хочу. Спасибо, что выслушали вот такую мою печальную историю. Жизнь у нас не у всех идеальная. Жизнь далеко не красивая картинка. Я надеюсь, это видео никому не пригодится и ни у кого не будет таких проблем. Но если вдруг вы или ваши близкие страдают такой проблемой, пожалуйста, обратите на это внимание. Это действительно может быть очень опасно. И еще раз повторюсь, у детей тоже бывают такие проблемы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.